Всем привет! Вы на канале Реальный Харьков. Вот и отгремели праздники. День города Харькова, День государственного флага и День независимости Украины. Но харьковчане все-таки в большей степени праздновали День города. Пышные гуляния в честь Дня Харькова затмили День независимости. Это и возмутило многих военных, волонтеров и историков. Даже после торжеств к мэрии обратились с просьбой перенести этот праздник с 23 августа на другую дату, поскольку праздновать День Харькова именно 23-го нет никаких исторических оснований. Перенести День города на 6 или 20 сентября предложил и депутат Харьковского городского совета и военнослужащий Игорь Черняк. В субботу 23 августа в Харькове традиционно пышно отмечали День освобождения Харькова от нацистской оккупации, который с 1990-х отмечается так же, как и День города. Несмотря на официальный запрет массовых собраний, горсовет сделал все, чтобы улицы Харькова наполнились толпой. На Сумской выставили украшения и включили гирлянду «Звездное небо». Как и в прошлом году. Тысячи людей собрались под фонарями и перекрыли движение по улице для общественного и частного транспорта. На них запрет не распространялся. Ко дню города в мэрии провели множество разных праздничных мероприятий, от концертов до награждений. В День независимости ограничились официальными возложениями цветов, но это было не всегда. С 1981 года День города в Харькове отмечали 20 сентября. На улицах и площадях выступали творческие коллективы и устраивались ярмарки, где можно было приобрести дефицитные товары. Сейчас у историков нет единой версии того, почему именно эту дату предложили тогдашние руководители городского комитета Компартии. Но долгие 10 лет именно 20 сентября было Днем Харькова. День освобождения от нацистов отмечали именно 23 августа, но совершенно иначе. Возложением цветов и торжественными мероприятиями у мемориала. Но в 1990-х в городском бюджете не хватало денег для того, чтобы организовать в течение месяца несколько больших праздников. Поэтому День освобождения и День города решили объединить. Друзья, а вот еще в каком городе можно увидеть такое, где вытирают скамейки от воды после дождя? Сейчас вы будете видеть кадры вечернего Харькова, снятые 25 августа примерно с 21 до 22 часов на следующий день после праздничных мероприятий. До войны День города выглядел как громкие концерты на площади Свободы с преимущественно российскими звездами. А утром площадь была покрыта мусором, по лодыжке из пивных банок и пачек чипсов. Праздник государства в этом мусоре тонул. Вспоминает традиции празднования писатель и журналист Леонид Логвиненко. Именно для того, чтобы освободить День независимости из тени Дня города, депутат Горсовета Игорь Черняк предлагает перенести последний на сентябрь. Если у тебя два больших праздника, 2 дня подряд, то первый из них будет восприниматься собственно как непосредственный праздник, а второй как своеобразный афтерпати. Награждения, торжественные мероприятия и так далее, оно все как к обоим праздникам одновременно, но все же больше к первому по календарю. Вместе с тем, я думаю, что с этим тезисом согласятся все. За нашу независимость заплачена очень дорогая цена, чтобы отмечать этот день по остаточному принципу, пишет Игорь Черняк. На предложение депутата отреагировали по-разному. В Фейсбуке большинство подписчиков поддержали инициативу «За». Высказался один из командиров спецподразделения «Кракен» Константин Немичев. Скрин перед вами.
то же время многие и против перемен, преимущественно из-за устоявшихся семейных традиций. 6 и 20 сентября, которые предлагает Игорь Черняк, не привязаны к какому-либо конкретному событию. Скорее всего, также в свое время выбирали День города и в 1980-х. На улице еще достаточно тепло, чтобы устроить мероприятие на свежем воздухе. В то же время каникулы у школьников и студентов и отпуска у взрослых закончились. Смену Дня города поддерживают также историки и краеведы, потому что 23 августа на самом деле бои Красной Армии и войск вермахта еще шли в окрестностях. Харьков удалось окончательно деоккупировать от фашистов почти через неделю. В этот день, 23 августа, не может быть никаких праздников, только траур по погибшим украинцам, которых гнал на убой полководец, чьим именем до сих пор назван мемориальный комплекс. А на той высоте, если он и бывал, на пару раз в пару минут, пишет краевед Андрей Парамонов. В Институте национальной памяти предлагают вернуться к истокам храмовой традиции Харьковской крепости. Там поясняют: мы должны вернуться к традиции храмового праздника – Успения Пресвятой Богородицы. Храм Успения был первым, сначала деревянным, потом и каменным храмом. По новоюлианскому календарю это 15 августа. Это восстановит историческую справедливость, потому что для большевиков Днем города был именно храмовый праздник. Это было знаковой датой. Дата 15 августа должна устроить и почитателей традиций, потому что связана с историей. И даже фанатов 23 августа, потому что стоит не так далеко от привычной даты. Поэтому переучиться на новый лад не будет сложно. К тому же она никак не связана с советской историей и фейковыми победами. Сейчас слово за мэрией и городским головой. Именно исполком горсовета должен принять соответствующее решение. В муниципалитете обращение депутата пока никак не комментируют. Год назад, отвечая на вопрос о возможности переноса даты празднования Дня города, мэр Харькова Игорь Терехов ответил, что нам нужно помнить свою историю, сохранять традиции и чтить тех людей, благодаря которым мы сегодня живем. А что вы, друзья, думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях. А для вас немного вечерней стекляшки. Харьковчане знают, где это место в городе.